Здравствуйте, как вас зовут? Сезим. Сезим. Вот вопрос такой, когда вы встречаетесь, какой главный фактор у парня? Ответственность. Ответственность. Ответственность и отвечать за свои слова. Опрятность, аккуратность, Аккуратность. доброта, общение. Например? Ну и манеры его. Да, А ведёт. как манеры? Да, воспитание. Наверное, чтобы человек был честным, уважал мнение девушки, ее желания тоже. Главное, чтобы он уважал саму девушку и любил ее. Мне кажется, это самое главное. А для вас? Мне кажется, в жизни в Кыргызстане это, чтобы девушка была образована, главное, и независимая, честно, от своего, ни от родственников семьи, ни от кого-либо другого, она сама себя могла обеспечить и так далее. А внешность вы не смотрите? Нет, в основном. Рост, либо там лицо? Нет, в основном не смотрим. Да? И- Главное, чтобы было доверие и уважение. Ну, главное, что первый, вообще есть 3 фактора. Ага. То есть первый, это чтобы он уважал свою маму. Свою маму? Самое главное, Ага. да, чтобы он уважал и любил свою маму. Если он будет любить свою маму, то он и будет любить и свою, ну, женщину, да, например. Второй фактор, это он должен, у него должна быть цель в жизни. Ну, чтобы он там добивался своей цели обязательно. То есть у него должен быть план четкий, как зарабатывать, там, ну, в основном вот это. А третий фактор, это, ну, он должен быть немножко настырным. То есть Настырный? девушкам нравятся, да, такие, которые вот, типа не смазливые, а которые вот любят добиваться и которые, ну, не настолько не настойчивые слишком, Как да, смелые, да, смелых любят. Вот 3 фактора мужчин. А тогда если для свадьбы, ну, свидание это понятно, но для свадьбы, конечно, это реальность. Вот тогда финансовые обстоятельства тоже важны, на самом деле. Ну, как вы думаете тогда в Кыргызстане, какая минимальная зарплата должна быть у мужчин, допустим, чтобы обеспечивать семью? Самое минимальное, наверное, 1030. 30 тысяч. Но если 2 детей, то нормально это, если 30 тысяч зарабатывать? Нам, наверное, уже побольше надо, в зависимости Побольше. от того, сколько детей. А если просто пара? Если просто пара, мне кажется, каждый должен зарабатывать столько, сколько ему самому нужно тратить в месяц. Мгм. И уже потом, когда есть общий бюджет. А если финансовые обстоятельства вы не смотрите, но если вы Всё планируете по мере жениться? возможности, но я люблю, когда я в комфорте. Ага. То есть для меня есть важные принципы. А как вы думаете тогда в Бишкеке, чтобы обеспечивать семью, девушку, ну, жену, сколько мужчина должен зарабатывать примерно? Блин, у меня такого не было еще, не считала даже. А как вы думаете тогда в Бишкеке средняя зарплата какая? В Бишкеке на самом деле небольшая зарплата, очень мало платят. Наверное, 1015-20, 15-20. 50-60, наверное, максимум. А тогда, как вы Работа думаете, полезна. если мужчина зарабатывает где-то 30 тысяч в месяц, тогда он может обеспечивать свою семью? Не совсем. Не совсем, да? совсем. Чуть больше хотя бы, да? Но если где-то 50 тысяч, это вполне нормально будет, да? Средний, да. Средняя. Тысячи, да, вообще 50 тысяч. 50 тысяч. Хватит, да, в принципе. Это включая аренду квартиры, либо... Если с арендой, Да. то ну, больше, ну, 150 нормально. 150 Если тысяч. аренду квартиры сейчас стоит, ну, грубо говоря, 30 тысяч, да, в месяц. Да, там, на еду, там, на что-то, на 30. Да у нас же не такие дешевые, ну, Это без детей даже. без детей, да. Но если с детьми, то, конечно, больше уходит. А тогда, если мужчина зарабатывает 30 тысяч, вы бы встречались с ним? Да, мне вообще не важно именно то, что финансовая именно сторона мужчины. Мне главное, вот я могу себе все, что хочу купить, да, например, а мне главное, чтобы он меня уважал и любил. Ну, то есть, главное это вот это. Мне не важно. А внешность не смотрите? Нет, вообще Нет? не смотрю. И Нет, такой ну, уверенность, конечно, ответственность. слишком таким не очень, ну, то есть приятная внешность, даже он сам, он не красавчик, конечно, но чтобы такой приятный был. Да. Понятно. 50 Ага. от 50 выше. А чтобы обеспечивать семью в Бишкеке? Да. Это 30 тысяч, это достаточно будет? Ну, если вы вдвоем только, то да, достаточно. Начало. А если уже и дети есть, то там уже чуть больше. Вы бы встречались тогда с такими парнями, которые зарабатывают 300 тысяч? Если 300 он, тысяч? да, если он адекватный. 30 тысяч? 30 тысяч, Да. да. Да? Но, как вы уже знаете, здесь средняя зарплата считается 20 тысяч. Да? В Бишкеке? Да. Это прям вау зарплата. Для да? студента, да. Для студента. Считая все аренду, еду,
все это должно быть составлять хотя бы 20 тысяч. 20 тысяч. Да, хотя бы. Да. И если семья есть, то это 20 тысяч Ну, хватает? нет. Нет? Если семья, это уже другой вопрос. А если пара тогда? Только пара? Это уже смотря какая пара. Или же просто парень, девушка, или же семейная пара. Семейная пара? То есть уже дети, да, есть? Да. Ну, двое детей, допустим. Допустим, двое детей. Их надо тоже поставить на ноги, обувать, давать образование. Мгм. 50, наверное. 50 тысяч. Да, Это минимум, да? Прям? да, минимум. Минимум 50 тысяч. Вы встречались, если мужчина зарабатывает где-то 300 тысяч на свидание? Нет, для меня вообще не важно, сколько зарабатывает мужчина. Для меня важно то, какой он человек. Ну, какое Нет. качество самое главное тогда для вас? Ну, допустим, характер есть, либо внешность тоже влияет. И все это. Ну, какой самый главный фактор для вас это Нет, какой? для меня самый главный фактор это рост, Рост. да, Ага, потому ага. что я сама высокая. Ага. Потом уже честный, Честный. да, и добрый, наверное. А высокий и честный парень это самый топ, да? Можно спросить, сколько вам лет? Мне 18. 18. 21. 21. А в Бишкеке, ну не только в Бишкеке, в Кыргызстане, если девушке 20-21, то выйти замуж это нормально, либо Нормально. А. У нас это даже ценится, то, что рано выходит. Девушки сами хотят, либо родители? Сейчас В уже не большинстве случаев родители заставляют. Да. Тогда это принято, что хотя родители заставляют, если девушке не нравится какой-то парень, она может отказываться? Сейчас уже да. Да. Раньше такого не было. Раньше это примерно сколько лет назад? Ну, лет 10. Самому назад это было отказать своим родителям, это было Позор. позор. Ваши родители не заставляют уже там выйти замуж? Нет, вообще такого нет у меня. Я выйду замуж, когда я буду сама готова. А когда вы хотите выйти замуж? Я бы хотела бы выйти 25. 25. Норм, да. Это не поздно, да? Ну, не поздно и не рано. Ну, самое такое. Нормально, да. Нормальный возраст. Сейчас уже не необходимо выходить рано замуж. Для девушек главное сейчас карьера. Потому что, вот, допустим, девушка без образования вышла замуж, Мгм. и они развелись. Мгм. А девушка уже просто так останется уже. Да, И точно. вот сейчас они хотят хотя бы построить карьеру, хотя бы потом купить квартиру, а потом уже задумываются о замужестве. Подарок. Так, крем для рук. Спасибо. Видите, внутри? Классно. Спасибо большое. Маленький подарок, это очень милый крем для рук. Спасибо большое. Ну, типа детский, но не прям детский, но это крем для рук. Спасибо. Это внутри очень милая упаковка. На YouTube, да. А у вас есть свой канал? Да. Ну, просто это на корейском канал называется, вот поэтому как найти? У вас, наверное, нету этой клавиатуры корейской. Есть. Есть? Чуть-чуть знаю корейский. Ну, даже на английском тоже возможно это выйдет. Райджун, если вы наберете вот так. да, просто? Да. 구독, 좋아요 딱